Обнаженные девушки на незаурядных картинах художника, ставшего основоположником современного взрослого фэнтези. Луис Рикардо Фалеро, годы жизни 1851-1896, испанский художник, прославившийся своими картинами в стиле ню, написанными в новаторской для того времени мистическом ключе, впоследствии ставшей основой для современного взрослого фэнтези, например, работ Бориса Валехио. Так-то творчество Фалеро куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Это не просто красивые изображения обнаженных девушек в стиле символизма, но и источник вдохновения для многих современных художников. Фалеро всерьез увлекался мистикой и астрологией, которые были очень популярны в то время. Не случайно на спиритические сеансы собирались даже представители высшего общества, а многие знатные и богатые люди обязательно состояли в каком-нибудь тайном обществе, и не только в масонской ложе. Поэтому фоном его картин часто шли изображения звезд, созвездий, фантастических существ. Фалеро охотно писал выдуманные пейзажи, давая волю своему воображению. Но основой всегда были обнаженные девушки, написанные максимально реалистично, хотя и несколько идеализированно, с академически безупречными телами. Фалеро вдохновлялся творчеством Уильяма Бугро. И можно заметить сходство в изображении обнаженной натуры этих художников. Но картины Бугро – это классический салонный академизм в чистом виде, когда отличный рисунок превалирует над фантазией и оригинальностью. Творчество Фалеро более новаторское, оно совсем не кажется безнадежно устаревшим. Так вполне могли бы рисовать и современные художники. Картины Фалеро, несмотря на кажущуюся простоту композиции и сюжета, очень гармоничные. Фантастический фон, благодаря отлично проработанным изображениям девушек, не ощущается чужеродным и надуманным, а в происходящее там можно, если не поверить, то, как в хорошем фэнтези, принять законы и правила, по которым существует этот мир. Неудивительно, что до сих пор имеет немало поклонников творчества этого художника, а его картины продаются за большие деньги. Луис Рикардо родом из испанской Гранады. Его отец, герцог Лабросано, в силу различных причин обеднел и, несмотря на громкий титул, был далеко не самым богатым человеком в округе. Луис всерьез интересовался наукой, хотя его родители хотели, чтобы сын пошел по военной стезе и когда-нибудь вернул их роду былое великолепие. Для этого юноше нужно было дать хорошее образование, поэтому его отправили учиться в Париж, который тогда был лучшим местом для всех художников. Неудивительно, что и Луис всерьез увлекся живописью, но предпочитал молчать об этом, зная, что родители его увлечения не одобрят. Но вскоре отец настоял на учебе в Испанской военной морской академии, и пришлось вернуться домой. Правда, там Луису совсем не понравилось. Военное дело его не интересовало. В душе он был человеком мирным и творческим, поэтому, несмотря на протесты родителей, которые заявляли, что оставит его без содержания, вновь поехал в Париж. Он стал учиться живописи у портретиста Габриэля Ферриге. Но вместо привычных портретов стал писать мистические картины с обнаженными девушками и звездами, которые быстро нашли своих покупателей. А вскоре познакомился со знаменитым французским астрономом и писателем Камилем Фламарионом и получил от него большой заказ на написание метафорических картин к его книгам. Как оказалось, обнаженные симпатичные девушки, символизирующие двойные звезды, отлично продвигали астрономию в массы, и книги Фламариона с иллюстрациями Фалеро расходились как горячие пирожки. Правда, зарабатывать все равно больше приходилось обычными портретами, а в Испании его картины были объявлены вопиюще неприличными. Уж очень консервативно там было общество, да и влияние церкви сильно. Родители не слишком радовались, что сын стал известен благодаря своим непристойным картинкам, но Фалеро уже не мыслил жизни без искусства. Зато в Париже его картины были востребованы. Он с 1879 года выставляется на парижском салоне и вскоре получает признание как мастеровитый художник со своим оригинальным стилем, который, тем не менее, нравится публике.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.